Всем привет! С вами канал Радов Одесса. В этом видео, конечно же, не забывайте подписываться, и спасибо всем, кто уже подписался. А в этом видео хочу рассказать про ремонт стеклопакета. То есть, если ваш стеклопакет уже старый, потеет или просто разбился, в этом видео покажу, как заменить либо стекло верхнее, либо избавиться от потения внутри. То есть потение происходит почему? Потому что внутрь где-то нарушается герметичность. У меня вот вышла вот такая вот история, видите? То есть нарушена герметичность самого стеклопакета. Туда попадает влага, она намочила внутри шарики эти маленькие, которые собирают влагу. И нужно его разобрать, протереть, высушить и собрать. Вот. При разбитом стекле то же самое. То есть просто вы заказываете заранее новое стекло по размеру этого же вашего стеклопакета. Таким образом, как сейчас покажу, снимаете, разбираете его и собираете. Итак, поехали. Чтобы разобрать стеклопакет, нужен только нож. Больше, в принципе, ничего не нужно. То есть бывает это сложно делается, бывает это делается легко, как повезет. То есть что делаете? Вот сюда, в расщелину, вставляете нож. Я же говорю, у меня здесь уже он фактически разобран, потому что влага проходит просто свободно. Вот бывает это сложно сделать, вот эту мастику, которая здесь, прорезать. То есть бывает, тратите время, прорезаете, вот, и разбираете его. Это однозначно. То есть, тем более, если разбился, то, конечно же, нужно его разобрать периметру ножом. Аккуратно, только смотрите, не пораньтесь, не порежьте себе руки, потому что спешить, в общем, некуда здесь. Надо все это делать не спеша. Я же говорю, мне здесь повезло, у меня он фактически уже отрезан. То есть мне нужно только остаточно это все прорезать. И все дальше. То есть, я же говорю, если битое стекло, после того, как вы весь периметр промазали, то просто снимаете все остатки. Видите, то есть стекло уже отошло. Его мы сейчас снимем. Вот верхняя часть стеклопакета. И вынесем в сторону. Если у вас не было проблем с герметичностью, а только разбился стеклопакет, ничего не трогайте, смотрите, чтобы пыль туда не попала. После всех процедур дальше я покажу, как его собрать. Если потеет окно, то желательно разобрать его полностью. Либо вот так вот вместе с одним стеклом отнести в теплое помещение и оставить там, то есть чтобы оно сохло. Итак, прошло дня 4, может 5, точно не засекал. Рамка стояла у меня под радиатором. Вот, просохла. Я еще ее феном подсушил. То есть, если хотите быстрее, можете подсушить феном. Но я же говорю, это в том случае, если у вас потел стеклопакет. Почему это происходит? Образуется щель между вот этой вот мастикой, теоколом и стеклом. И влага попадает вовнутрь. Здесь внутри вот эти гранулы, которые впитывают влагу, они, естественно, набирают влагу, и окно начинает потеть. Обязательно нужно хорошо высушить рамку. Это в случае, если потеть. Если стеклопакет разбился, то, естественно, этого делать не надо. У вас там все сухое, просто меняете и все. И обе части тоже разбирать не обязательно. То есть вам достаточно снять только одну часть стеклопакета, как я показывал раньше, и поставить в теплое помещение, высушить саму рамку. Смысл высушить рамку, точнее даже не саму рамку, это если потеет, еще раз повторяю, а вот там внутри находятся такие маленькие шарики, наподобие таких, как в обувь ложат. И вот они вытягивают влагу, которая, если вдруг попадает, они втягивают их в себя. То есть вот эти шарики обязательно должны быть сухие, ни в коем случае нельзя мыть водой. То есть сняли, срезали, грубо говоря, прорезали, как я показывал, верхнюю часть, верхнее стекло, убрали его в сторону, рамку вместе со вторым стеклом занесли в теплое место или высушили феном до идеальной сухости. И потом собираем, как я сейчас покажу. Вот, то есть края я здесь очистил, так, насколько это было возможно. Вот такой у меня герметик водостойкий на силиконовой основе, он для крыш там используется. Можно и обычный силикон санитарный желательно, хорошего качества. И средство для мытья окон. Это надо будет сейчас вымыть окно, чтобы оно идеально чистое было, и потом уже будем ставить рамку на него. Мойку я закончил. То есть все зависит от вас, как вы его вымоете.
так и будет. Тут я не это показываю. Вот, значит, теперь берем герметик и нужно по краю, вот здесь вот по периметру, оно будет видно, где у вас осталась старая эта вся окантовка. По ней же наносите тонкий слой герметика. После того, как все намазано, укладываете рамку на место. Вот. Как она и стояла. Ну, я же говорю, если у вас все в порядке с одной стороной герметизации, то не обязательно разбирать обе стороны. Вот, достаточно собрать только, вернее, срезать только одну сторону. Вот, вот так вот, как оно сейчас. Высушить ее, промазываете рамку сверху силиконовым герметиком и промазываете край окна. И потом просто накладываете сверху либо новое стекло, либо старое, которое у вас было, если у вас запотевали окна. Главное, основной критерий, я же говорю, чтобы рамка, все внутри было идеально сухо. Все готово. Силиконом я промазал. Вот. Теперь ставим верхний стеклопакет. Одному, конечно, это не очень удобно делать, но тем не менее. Просто главное, не лезьте руками вовнутрь. Вот. Просто накрываете рамку вторым стеклом. Оп. Вот так. Выставляете, выравниваете края. Все, сверху можно чем-то придавить, и через пару часиков можно будет уже вставлять в окно. Вот такой простой способ починить стеклопакет. То есть, ну, обойдется вам герметик. Ну, если разбилось стекло, то еще стекло придется заказать. Вот, то есть, я же говорю, если у вас потеет стекло, то снимаете верхнее, высушиваете полностью рамку феном, там как хотите, главное высушить. Вот, и ставите стекло на место. Ну, если стеклопакет разбился, то понятно. Убираете все старое, заказываете стекло, ставите новое. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много подобных и не только различных интересных, полезных вещей в ремонте для дома. Всем спасибо.